Всем привет! Вы на канале 88 клубков. Это канал по вязанию. Меня зовут Настя. Сегодня я вяжу из остатков трикотажной пряжи, которых у меня накопилось значительное количество. Они лежат без дела и занимают много места. Сегодня я превращу их в что-то функциональное и полезное. Это стильная летняя сумка. Для себя я выбрала технику вязания кружева крючком. Она называется кроше. Из толстой пряжи смотрится очень необычно и эффектно. Изделие будет яркое, летнее и запоминающееся. Конечно же, вы можете выполнить его с одного цвета пряжи, двух, трех, на ваше усмотрение. Гармонировать и сочетать любые оттенки. Эта техника вязания также называется вязанием квадрата или бабушкиного квадрата. В этом сезоне очень модно и встречается во многих вязаных изделиях. Мне потребуются любые остатки пряжи любого объема и в любом количестве. Крючок номер 6 я приготовила и ножницы. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, приступим к вязанию. Я накидываю нить на ладонь, оборачиваю, фиксируя мизинцем, вставляю крючок, подхватываю, вывожу первый столбик, фиксирую его рабочей нитью и провязываю еще одну воздушную для того, чтобы подняться на уровень столбика с одним накидом. В это кольцо мне нужно провязать в общей сложности 12 столбиков с одним накидом. Делаю накид, ввожу крючок в кольцо, провязываю второй столбик. И так далее 12 столбиков с одним накидом. Я складываю вязание пополам и максимально туго стягиваю кольцо. Готово. Теперь буду делать бесшовное соединение. Вытягиваю петлю, вставляю в первую кромочную косу. Обратите внимание, вот первый столбик, вот она, первая кромочная коса ряда. Вставляю с изнанки на лицо крючок и увожу петлю туда. Далее у меня будет замена цвета вязания. Поэтому с небольшим запасом отрезаю нить. У меня край начала и край окончания красной пряжи. Петля на изнанке. Я увожу оба края в эту петлю и подтягиваю. Далее буду ввязывать их в полотно. Мне необходимо сделать подъемный столбик второго ряда. Я вставляю крючок в заднюю перемычку соединения. Это та нить, которую я увела в петлю и отрезала. Подхватываю нить нового цвета, точно так же с небольшим запасом. Вывожу петлю. Здесь фиксирую. Второй раз вставляю крючок уже с лица в соединение первого ряда. Подхватываю рабочую нить и провязываю. И еще одну воздушную. Первый столбик второго ряда. Столбик с одним накидом. В эту же точку провязываю еще один столбик. Во втором ряду в каждую точку из 12 я провяжу по 2 столбика с одним накидом. Первая пара готова. Далее накид, следующая точка за обе дужки кромочной косы. Слежу, чтобы нити оказались внутри полотна. Первый столбик и накид. Второй столбик. Готово. 2 пары столбиков у меня провязаны. Продолжаю петля за петлей 12 пар до конца ряда. У меня последний столбик второго ряда, столбик с одним накидом.
Я провязываю его, вытягиваю петлю и делаю соединение. Обращаю ваше внимание, первая кромочная коса здесь. Это подъем на второй ряд. Вставляю крючок с изнанки на лицо, увожу петлю сюда, отрезаю с небольшим запасом, увожу край нити в эту петлю и подтягиваю. Далее выхожу на новый ряд точно так же. Вставляю крючок в заднюю перемычку соединения, подхватываю нить нового цвета, край начала и край конца нити буду ввязывать точно так же в полотно. Вставляю крючок в соединение с лица на изнанку, провязываю и еще одна воздушная. Первый столбик третьего ряда. Здесь я буду вязать столбики точно так же парами, но для образования квадрата следующим образом. Второй столбик с одним накидом в ту же точку. Далее после пары столбиков одна воздушная. По полотну пропускаю одну точку провязывания и буду вставлять крючок в следующую кромочную косу. Накид, одну пропускаю, в следующую за обе дужки провязываю столбик с одним накидом. Далее накид, еще один в ту же самую точку. Снова одна воздушная, пропускаю по полотну. В эту точку я буду вывязывать угол следующим образом. Накид, столбик с одним накидом, накид, сюда же второй столбик с одним накидом. Далее, как между парами столбиков, одна воздушная и еще два столбика в эту же точку для формирования угла. Один накид и второй. Готово. Это угол моей детали. Далее воздушная. Пропускаю по полотну одну точку провязывания, в следующую накид, столбик с одним накидом. Один, сразу же второй. Готово. Мне нужна еще одна пара столбиков, аналогично как здесь, и снова будет угол. Воздушная петля, пропускаю в следующую точку один столбик, следом второй и воздушная. Две пары готово. Теперь угол из 4 столбиков в одну точку. Накид, пропускаю в следующую петлю пара столбиков с одним накидом подряд. Далее для формирования угла одна воздушная и снова 2 столбика с одним накидом в эту же точку. Здесь можно поправить и увидеть, как два угла детали уже у меня хорошо видны. Далее вяжу снова 2 парных столбика, угол, 2 парных столбика и снова угол, и заканчиваю ряд. В конце ряда по аналогии со всеми провязанными столбиками делаю одну воздушную и соединение. Внимательно отличаю высоту столбика от первой кромочной косы. Вот она здесь. Вставляю, увожу петлю сюда, отрезаю нить с небольшим запасом и увожу край нити в эту петлю. Вставляю крючок в заднюю перемычку соединения и ввожу новую нить. Далее ввожу крючок
под воздушную петлю предыдущего ряда. Провязываю 1 и 2 раз. Первый столбик следующего ряда. Пары столбиков с одним накидом я буду провязывать в отверстие между парами столбиков прошлого ряда. Накид, второй столбик сюда же, в эту точку. Готово. Далее воздушная, накид, следующее отверстие для провязывания. Также 2 столбика с одним накидом в одну точку. Каждый последующий ряд, вне зависимости от размера вашего изделия, количество столбиков, пар столбиков между углами будет увеличиваться. В прошлом ряду это 2 пары, в текущем ряду это 3 пары, в следующем 4 и так далее. Третья пара. Готово. Далее перехожу на вывязывание угла. Воздушная, накид. Угол вяжется между парами столбиков прошлого ряда, где была воздушная. Сюда первый столбик пары, второй столбик. Далее по аналогии воздушная и еще одна пара столбиков в эту же точку. Угол готов. Далее вяжу ряд до конца, ряд за рядом увеличивая расстояние между углами и провязывая углы по аналогии. 4 столбика в одну точку, парами, между парой 1 воздушная. Я провязала 5 рядов. В последнем ряду между угловыми секциями у меня 4 пары столбиков с одним накидом. Сейчас я должна совершить обвязку заготовки для того, чтобы перейти к вязанию боковых частей сумки, вывязыванию ручки. Если вязание у вас секционное, ваша деталь может быть как меньшего, так и большего размера. И имейте, изделие может разное количество секций. Для большого изделия их может быть 4 с одной, 4 с другой стороны. Для маленького по одной, либо заготовка может быть большего размера. Я выхожу на новый ряд, вставляю крючок в заднюю перемычку соединения рядов и ввожу новую нить. Вытягиваю столбик. Теперь ввожу крючок под соединительный стежок, провязываю. Готово. У меня полустолбик. В этом ряду я буду вязать 2 вида столбиков. Это обычный столбик без накида и полустолбик с одним накидом. Делаю накид и в эту же точку вяжу полустолбик. То есть все петли на крючке провязываю вместе. Готово. Далее поправляю нити, чтобы вязать их в полотно. И продолжаю. В кромочную косу между 2 столбиками с одним накидом прошлого ряда я вставляю крючок за обе дужки и провязываю столбик без накида. Далее снова накид, 2 полустолбика в одну точку, в воздушную петлю прошлого ряда. Таким образом, у меня чередование 2 полустолбика с одним накидом, столбик без накида, 2 полустолбика с одним накидом, столбик без накида. И снова 2 полустолбика с одним накидом в одну точку. Так чередуя, я выхожу на ровный край квадрата и на необходимое количество столбиков по всем сторонам моей заготовки. Итак, внимательно угол, столбик без накида, кромочную косу между 2
столбиками прошлого ряда. И в угловую точку провязывания полустолбик с одним накидом. 1, 2, без воздушной петли, 3 и 4. Далее столбик без накида. И снова повторяю то же самое. Завершается ряд столбиком без накида. Я отрезаю нить с небольшим запасом, вытягиваю и делаю имитацию соединения. Первую кромочную косу с изнанки на лицо, вставляю крючок и увожу нить наизнанку. Далее возвращаю в исходную петлю, последнюю петлю ряда. Подхватывая перемычку, эту петлю увожу край нити. Так выглядит соединение ряда. Здесь сейчас прячу край, хорошенько отпариваю, даю заготовке высохнуть и остыть. Напоминаю, ваше изделие может состоять из 2 и более таких квадратов, в зависимости от формы и размера. Может быть, это ковер, подстилка, подставка, все что угодно. И сейчас все концы нити у меня спрятаны, поэтому я начинаю в наиболее удобной для себя точке, чтобы потом без прерывания нити перейти к сшиванию 2 половин. Угловая часть, в которую вывязано 4 полустолбика в одну точку. Вот после первого полустолбика вставляю крючок, подхватываю край нити с небольшим запасом и провязываю первый подъемный столбик следующего ряда. Далее ввязываю край начала в полотно, 2, 3, 4, 5. Мне этого достаточно. Для симметрии я ориентируюсь для себя. Привязка следующей точки у меня будет здесь, перед двойным столбиком. 1, 2, 3, 4. На 5 столбиков в той же точке придется. Сейчас формирую цепочку из воздушных петель в 30 штук, которая сформирует ручку выпускную. Она может быть любой длины, на локоть или на плечо, на ваше усмотрение. Длина ручки составляет 30-31 сантиметр. У меня это, напоминаю, 30 воздушных петель. И сейчас я возвращаюсь в полотно. Провязываю столбики без накида. Далее по кругу, по квадрату, без добавлений на углах. То есть провязываю один столбик в одну точку провязывания. Их количество в этом ряду не изменится. Здесь снова делаю бесшовное соединение. Увожу петлю в первую кромочную косу. Потом возвращаю крючок с лица на изнанку в соединение рядов. Вставляю в эту петлю, подхватываю рабочую нить и вывязываю первый столбик следующего ряда. Продолжаю вязать столбики по периметру квадрата без добавлений. В одну петлю, в одну точку провязываю один столбик без накида. По ручке для сглаженного угла вставляю крючок в первую петлю, которая относится к полотну сумки. Далее в заднюю перемычку кромочной косы вывожу еще один столбик и провязываю 2 столбика вместе. Таким образом получается сглаженный угол и плавный переход. Далее вставляю крючок в заднюю перемычку, в заднюю полупетлю кромочной косы. Продолжаю вязать столбики без накида. Точно такой же сглаженный угол я провяжу с этой стороны.
я провязала 2 ряда без добавлений и сформировала ручку. Выпуклые углы приобрела моя половинка. Количество рядов без добавок будет отвечать за ширину дна и общий объем изделия. Мне 2 ряда достаточно. Точно так же я вяжу вторую половину. Отличие лишь одно. У одной из половин я делаю соединение рядов и прячу нить. У второй половины оставляю рабочую нить, которая пойдет на сшив и обвязку деталей. Итак, у меня уже готова вторая половина, точно такая же, как первая. И я перехожу к обвязке. Здесь вставляю крючок с лица на изнанку в первую кромочную косу и начинаю вязать соединительные петли. Первая, вторая, третья, четвертая до ручки. У меня изначально их было 5, но я сделала убавление для скругленного угла. И продолжаю обвязку в полную кромочную косу по ручке, утолщая ручку и придавая ей форму. По этой стороне точно так же провязываю 4 соединительных, вторая, третья, четвертая. Прикладываю изнанка к изнанке детали и начинаю сшивать в аналогичную точку 1, 2, 3, 4 петли под обвязку. В следующую петлю, в дальнюю от меня полукосу, вставляю крючок здесь и здесь, вытягиваю и продолжаю соединительный. Еще раз вставляю крючок по кромочной косе в дальнюю изнаночную полупетлю с одной стороны, с другой стороны и соединительные. Для себя чередую ту и эту половинки. Сначала вставляю в дальнюю нижнюю, потом в ближнюю нижнюю, поочередно. Так, чередуя детали, вставляю крючок и прохожусь соединительными по боковинам, дну, боковине и возвращаюсь к обвязке уже той половины. Две половины сшиты. Теперь я перехожу на обвязку второй части, аналогично первой. Вставляю крючок в первую кромочную косу и прохожу соединительными сначала по пройме сумки, далее по ручке. Отрезаю нить с небольшим запасом. Делаю последний имитационный стежок. Ввожу крючок в следующую точку провязывания. Закрепляясь в одну и вторую половины. И возвращаю в исходную петлю. Увожу на изнанку, где прячу. Сумка получилась очень яркая и необычная, при этом компактная и вместительная. Размер 23 на 23 сантиметра. При этом не требует вшивания подкладки, очень аккуратно выполнена и с изнанки, и с лица. Я дополнила ее внешний вид брелком-кисточкой. Видео на изготовление такого брелка оставляю для вас здесь, а также добавляю в описание под этот ролик. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, будет много интересных видео. Всем пока!